Я вас всех приветствую, дорогие друзья, на своем канале Тайноведение. Сегодня погадаем на игральных картах. Крестовый король и вы. При каких событиях, какие мысли у него к вам, какие чувства у него по отношению к вам, какие действия. И также посмотрим, какие же у вас чувства, мысли и действия. Вот таким образом мы сегодня посмотрим, сделаем наш расклад. И надеюсь, наши карты скажут нам все, чистую правду. Итак, посмотрим. Давайте сначала найдем его, при каких событиях. Так, вы сразу вышли, да? Так, что у вас? Что у вас? Так, сейчас у вас идут какие-то юридические вопросы, опять же, да? Возможно, у кого-то, и будут судебные даже разбирательства. Также, возможно, кратковременное ухудшение материального положения. Для кого это актуально? Значит, тоже дальше смотрим. Видите, сигнификация сама за себя говорит. Так, и ну что здесь можно сказать? Исполнение желания, приятные эмоции, влюбленность у вас сейчас присутствует, любовь. И даже вы хотели бы интимной близости, страсти, подарков. Кто-то хочет помолвки, молодые, да, наверное. Кто-то хочет флирта. Либо находитесь в таких энергиях сейчас. Вот она, наша червовая дама. Сегодня мы посмотрим. Так, и также сейчас посмотрим, при каких событиях находится крестовый король. Какие мысли, чувства, действия, в чем он, что у него сейчас вообще происходит. Давайте посмотрим. Также посмотрим бубновую даму, что у нее в конце концов. Всех рассмотрим, всех посмотрим. Вот он вышел сразу у нас крестовый король. Опять же, он тоже желает исполнения желаний, так же, как и вы. Вероятно, это с вами, да? Желает приятных эмоций, влюбленности, любви, интимной близости также хочет с вами. Страстью к вам он сейчас вот очень сильно при таких энергиях находится. Подарки желает дарить, для кого-то помолвка, флирт, опять же. И здесь, ну что у него, опять же, либо его дом сейчас его беспокоит, либо казенный дом, желание знаний и карьеры. Ну, в принципе, такие вот события. Давайте сегодня мы вас рядом вместе разместим и посмотрим, что же у вас сегодня. Так, давайте все-таки еще посмотрим бубновая дама. Бубновая дама, что у нее, при каких обстоятельствах она находится. Что у бубновой дамы? Скажите нам карты. Какие события рядом с ней происходят в настоящий момент? Бубновая дама далеко. То ли она уехала, то ли она не хочет с нами разговаривать, не хочет. Может быть, у нее вообще настроения сейчас нету, да? Вот она вышла. Смотрите, как интересно. Здесь у нее выпадает при ней карта Джокера. Она сейчас полностью, абсолютно не управляет событиями. Ну, сейчас, возможно, у нее какие-то деловые дорожки, бизнес-продажи. Сейчас у нее идет, смотря где она, в какой сфере деятельности она работает, да. Сейчас она абсолютно не управляет событиями. Манипуляции идут жесткие, либо с ее стороны. Ну, конечно же, скорее всего, это с ее стороны. Опять же, девочки, магическое воздействие деструктивного характера сейчас. Вот смотрите, да, возможно, как вариант, здесь либо она ранее делала на крестового короля, на нашу червовую даму, да, вот такие вот действия. А сейчас вот этот вот Джокер обернулся полностью против нее.
Она сейчас, да, манипулирует, скорее сейчас ей всего, значит, крестовый король. Здесь идет манипуляция и с ее стороны, я думаю, да. Теперь уже и с его стороны идет манипуляция. Магическое воздействие деструктивного характера она сейчас получает в свою сторону. Причем это все идет, опять же, неприятно, неприятно. Ну ладно, поставим здесь ее карту, тоже посмотрим, что там она. Значит, наш крестовый король. Это ваш любимый мужчина, либо мужчина, на которого вы хотите посмотреть. Также, значит, червовая дама, это вы у нас. И дама бубей, дама бубновая, дама бубновая. Так, а давайте посмотрим, значит, что сейчас между вами, что сейчас между вами, что сейчас между вами. Что сейчас между вами? Посмотрим. Видите, она падает. У них, видимо, сейчас не очень все хорошо. Не очень все хорошо. Какие-то у нее, значит, все оборачивается на, в общем-то, против нее сейчас. Так, ну, в общем-то, давайте посмотрим сначала, что же между вами. Здесь можно сказать, что у вас был, между вами был какой-то сильный удар, даже, скажем так, смертельно, да, сильный, ну, образно говоря. Вы получили, у вас между вами была тяжкая весть, магия, опять же, магия. Ну, я предполагаю, что магия это со стороны идет, в общем-то, со стороны бубновой дамы, да. Вот здесь четко это показывается. Также вмешательство было с ее стороны и желание обладать властью. Также здесь, возможно, желание обладать властью было не только с ее стороны, но, в общем-то, между вами, да, между вами крестовый король, возможно, желал обладать властью над вами, над вами. А где-то, возможно, и вы хотели, значит, у вас было желание обладать, значит, именно крестовым королем. Вот так я скажу. Так, что сейчас между вами также? Ну и, в принципе, здесь идет у крестового короля работа по найму. Он работает где-то, да? Уровень достатка у него достаточно средний сейчас, да? Постепенно идет рост в карьере, постепенно. У него сейчас в голове, да, по крайней мере, приближаются перемены, развиваются проекты. Также возможны рабочие встречи, собеседования, неожиданное какое-то предложение. И если кто-то из ваших, ну скажем так, да, мужчин, на которых вы смотрите, возможно, сейчас он меняет работу и об этом активно хлопочет. Вот так бы я сказала. Так, то есть между вами идет удар. Так, теперь посмотрим. Я эти карты уже обратно не буду выкладывать. Давайте посмотрим все-таки, раз мы уже начали, да, всех персонажей выложили. Посмотрим, что же сейчас между крестовым королем и дамой бубновой. Женщина, значит, ваша соперница. Если у вас есть такая соперница, вы знаете, да, женщина, ну тогда смотрим. Если нет, то не смотрим. Что же между ними? Опять этой карты. Так, что здесь можно? Опять, смотрите, выходит здесь вот эта вот дама. Ну, здесь дама пик. Между ними очень все очень не очень хорошо, я сказала. Здесь опять же я хочу сказать, здесь разлука у них, опять же, она в свое время, видимо, делала какие-то магические действия, да,
Вот, между ними очень тяжелая карта. Обман у них идет и как с его стороны, также и с ее стороны, возможно, да, идет обман. Она, как мы уже в начале по сигнификации посмотрели, идет, значит, вот этот вот Джокер, который у нас вначале выпал, значит, она сейчас не контролирует события, да, как мы помним. И вот эта вот дама пик сейчас направлена уже в ее сторону. То есть вот эти вот манипуляции, какие-то, может быть, магические воздействия она направляла. Ну, не обязательно под магией, я понимаю, то, что, например, значит, ходить какой-то, да, какому-то колдуну или что-то делать, какие-то, да, процессы. Нет, обычно даже вот обычные, значит, женские манипуляции. Мужчины, они не всегда понимают вот эти женские манипуляции, но женщины, все женщины знают, да, особенно бубновые дамы, как манипулировать, как магичить, даже где-то глазки построила, где-то еще что-то такое, да. Это тоже магия своего рода, так что имейте это в виду. Ну, в основном вот именно бубновым дамам это характерно, потому что червовая дама, она более такая нежная женщина, она не склонна чаще всего к таким жестким манипуляциям, магическим действиям, скажем так, да. Вот. Дама червовая обычно простая такая, скромная, скажем так. Вот такие вот бы я сказала характеристики. И вот эти вот именно, может быть, какие-то манипуляции под магией, я понимаю. Опять же, вот этот вот, сейчас вот модное слово. Как это называется слово? Напомните мне это слово. То есть абьюзеры, да, есть вот такие вот, значит, вот после ее абьюза, это вот сейчас вот современная магия, я бы сказала, да, какие-то манипуляции, какие-то вот хитросплетения в действиях, вот это все называется абьюзом. То есть вот такие дела. Также, возможно, все-таки она, если она могла все-таки она прибегать, да, сейчас у нас очень много различных, значит, действий, сейчас различных способов магических, которые я никому не рекомендую выполнять, потому что, видите, все это оборачивается потом в сторону того, кто это делает. И вот, опять же, я здесь хотела бы сказать, что вот эти все обманы, манипуляции, нападения, сейчас это все оборачивается в ее сторону, и между ними сейчас идет очень неприятное, скажем так, даже до вражды, конфликты, раздражения, вот этот гнев, даже у крестового короля по отношению к ней, у дамы бубновой тоже сейчас идет, ну так показывают карты. Вот. Опять же, ну, она была разлучницей, теперь все-таки, возможно, у нее тоже есть какие-то конкуренты и идет обман между ними. Опять же, они находятся при каких-то юридических вопросах, также у кого-то проиграется судебное разбирательство, возможно, а также ухудшение материального положения сейчас идет у них в этой паре, да. Так, ну и опять же какие-то деловые дороги, бизнес-продажи. Ну, естественно, жизнь продолжается. И, в общем-то, здесь вот такие события. Так, теперь убираем всех наших персонажей в колоду. Хорошенько перетасуем. Хорошенько перетасуем наши карты. И посмотрим, что сейчас все-таки между вами, между крестовым королем и между вами, червовой дамой, которая смотрит этот расклад. Так, давайте смотрим его мысли, его чувства. Опять же, да, его действия. Ваши мысли
ваши чувства и ваши действия на настоящий момент. Так, ну начнем с вас, опять же. С вас начнем. Ваши мысли по отношению к Крестовому королю. Здесь у вас идут больше какие-то сопернические, это опять же взаимоотношения. Интересно, да, почему-то у вас идет конкуренция в мыслях, какие-то соревнования. То есть вы хотите, может, где-то его даже переплюнуть. В общем-то, стремитесь к победе. Возможно, у вас какая-то сейчас идет такая вот, скажем так, как холодная война между вами, да? Вот так бы я сказала. Сомнения, опять же, вы сомневаетесь уже в его чувствах давно. Также, ну, больше у вас идет сейчас, скажем так, стабильность. Вы уже обдумываете планы на будущее. Нужен он вам или нет, вы уже сомневаетесь. Сейчас вы больше сосредоточены на каких-то своих, в общем-то, делах. И между вами все-таки вы ждете, возможно, от него ждете какого-то звонка, письма, либо каких-то новых возможностей. Какие чувства вы сейчас испытываете к Крестовому королю? Какие чувства вы испытываете по отношению к Крестовому королю? Здесь можно сказать, что здесь идет у вас, вы надеетесь на помощь свыше, то есть надеетесь уже на Всевышнего, думаете, что если это ваш человек, то, в общем-то, то вы будете с ним вместе. Если это не ваш человек, то вы уже думаете, значит, ну нет, так нет, да? Так, считаете его ненадежным, достаточно азартным человеком. Вы поняли, что он достаточно противоречивый, такой человек, да, любитель удовольствий, женщин, спиртного. Вот такие чувства уже вы к нему испытываете. Так, ну и вы к нему относитесь, конечно же, как к любимому мужчине. Также чувства, которые вы сейчас испытываете, что, возможно, у вас даже была где-то, понимаете, что, возможно, было не обязательно как там какое-то чувство, да, больше у вас отношения, какие-то денежные переговоры по отношению к нему, получение каких-то денег, стабильное финансовое положение, конечно, вот вы к нему такие чувства сейчас испытываете. Вот. И у вас все-таки такая взрослая, взаимовыгодная дружба. Это вот такие чувства у вас. Так, и теперь посмотрим, значит, ваши действия. Ваши действия. Ну, здесь вот ваши действия сейчас вот достаточно неблагоприятные карты. Значит, действий никаких вы не предпринимаете. Считаете, что между вами пустые хлопоты, пустота, проблемы. Опять же, с вашей стороны действия. Ну, сейчас вы находитесь, да, хотите, конечно же, возможно, вы с ним потеряли, значит, большие, значит, деньги, да, деньги у вас утекали сквозь пальцы, скажем так. Вот, сейчас вы, в общем-то, становитесь на ноги. Вот так бы я сказала. Надейтесь на какие-то сбережения. Здесь идет информация такая. И вспоминайте. Вот эту встречу вы уже не хотите вместе с ним, да? Не хотите. Вы вспоминаете вот этот конфликт. Возможно, даже ругань была. Вот так вот вспоминаете неожиданный обман с его стороны. Слезы были у вас после того, как после вашего общения, огорчения, срывы. Вот такие действия, да, сейчас у вас нет никаких действий, вы, в общем-то, стараетесь уже, скажем так, встать на ноги, считаете его циничным обманщиком,
уже для вас он, скажем так, чужой человек становится. Идет, в общем-то, деградация личности у него, да, и он, в общем-то, идет при такой хитрой, неприятной карте. То есть, такой, скажем так, неприятный манипулятор, мягко говоря, неприятный. Давайте посмотрим же, какие, если здесь все проигралось, если вот это все ваши мысли, чувства, действия, если совпадает, то смотрим дальше, да. Тогда смотрите, то есть по сигнификации мы очень хорошо посмотрели. Теперь посмотрим, значит, его мысли. Его мысли. Какие же у него мысли? Здесь посмотрим. Так, ну, здесь мысли сейчас, опять же, вот это выпадает карта. Значит, по отношению к вам. Мы смотрим сейчас по отношению к вам. Надеется он, ну, в общем-то, неожиданное предложение. Он хочет в мыслях вам какое-то предложить. Может быть, это для того, чтобы вы с ним перешли на какой-то контакт. Надеется на исполнение желаний, опять же, с вами, да. А есть у него, девочки, по отношению к вам приятные эмоции. Вспоминает он вашу влюбленность, даже любовь. У кого-то была интимная близость, вот это все в мыслях у него. Возможно, он вас желает, да, как говорится сейчас, вот в постели с вами. Страстью к вам воспылал, даже я бы сказала. Вот в мыслях флирт, как всегда. Вот, ну, в общем-то, налаживание взаимоотношений. Также, возможно, если вы с ним были только в таких вот, ну, легких отношениях, да, если у вас не было семьи, значит, брака, если не было, то надеется он с вами на какую-то встречу, опять же, неожиданную, случайную встречу, и ждет каких-то романтических, значит, между вами взаимоотношений. Это то, что в мыслях. Теперь посмотрим, какие же чувства. Так, по отношению к вам, да, вот интересно. Опять же, здесь вот у него чувства такие. Сейчас посмотрим еще действия, совпадают ли они с чувствами. Здесь чувства у него, конечно же, ну, поговорить с вами, хочет приятного, значит, времяпровождения с вами, общество желает с вами, да. Ну, в общем-то, хотел бы, он считает, что с вами лучше намного, да. В общем-то, также здесь идет в его чувствах принятие вашего общества, хотел бы какого-то с вами праздника, может куда-то сходить в ресторан или еще что-то, да, и так далее. Ну и здесь вот, конечно же, смотрите, по отражению к вам у него достаточно серьезные чувства выпадают даже. Значит, желал бы свадьбы, счастья, сильная любовь и привязанность идет, удовлетворенность. Также считает, что вы для него достаточно близкий человек, родной человек. Вот, ценности у вас семейные совпадает. Вот таким образом. Очень такая вот серьезная карта. Я рада, если для кого-то этот расклад, значит, проиграется. То есть неплохие карты у него по чувствам, по отношению к вам идут. Так, ну и считает он вас такой вот самостоятельной, общественно активной по жизни дамой. Здесь, значит, считает, что вы достаточно целеустремленные. В общем-то, подходите для заключения брака. Так, посмотрим действия, да, действия. Здесь идут у нас действия. Ну, вот здесь вот почему-то, здесь он думает, что, возможно, у вас есть какой-то, ну, возможно, это даже отец, не обязательно какой-то возлюбленный. Либо вы показали, что у вас есть какой-то возлюбленный мужчина, и он считает, что здесь, ну, в общем-то, что у вас есть такой вот кто-то рядом с вами, кто
в общем-то, мешает вашему взаимоотношениям. Также ждет по действиям. Здесь идут, ну, думает, что, в общем-то, надеется на перспективную с вами встречу. И здесь он, конечно же, опять же, надеется, что вы с ним будете вместе в желании любви, и отношения с вами идет. Вот такие карты. Вот такие карты. Так, ну что еще? Какой вопрос зададим? Какой вопрос зададим картам? Давайте посмотрим, чем в ближайшее время, значит, сердце ваше успокоится, ваше и его. Что между вами? Что между вами? Какие карты? Так, ну видите, да? Дама бубновая. Дама бубновая, опять же, это... Между вами сейчас она стоит. Сейчас стоит, и невозможно вместе проживают. Вот, что еще? Ну, опять же, он с вами желал бы, значит, вот этих вот эмоций, страстью. Он к вам воспылал вдруг внезапно. И желает, опять же, с вами разговоров с вами. Это не с бубновой дамой, но она стоит между вами. У них какие-то взаимоотношения все-таки имеются. Так, ну все, вот такие вот мы посмотрели, значит, сегодня расклад на неделю, да, какие мысли у него по отношению к вам, чувство действия, и какие мысли, чувства действия относительно него у вас. Я с вами прощаюсь, до новых встреч.